Добрый день, добро пожаловать на мой канал. Сегодня приготовим йогуртовый пирог. Нам понадобится 400 грамм греческого йогурта, 4 яйца, 100 грамм сахара, 40 грамм кукурузного крахмала, щепотка соли, ванилин или ванильный сахар. Для начала необходимо отделить белки от желтков. Миска, в которую выкладываете белки, должна быть сухой и чистой. В белки не должно попасть ни капли желтка. Желтки выкладываем в глубокую тарелку, добавляем сахар и хорошо перемешиваем. Сюда же добавьте ванилин или ванильный сахар. К желткам добавляем греческий йогурт и перемешиваем до однородности. Можно перемешивать как венчиком, так и миксером. К жидким ингредиентам добавляем крахмал и также хорошо перемешиваем. Лучше всего использовать кукурузный крахмал, так как он не имеет вкуса и запаха. Все хорошо размешайте, следите, чтобы кукурузный крахмал полностью растворился. Убираем в сторону и займемся белками. Добавьте к ним щепотку соли и начинайте взбивать на средней скорости миксера. Венчики миксера также должны быть сухими и чистыми. Продолжайте взбивать на средней скорости, пока белки не превратятся в пену. Затем увеличите скорость на максимум и взбивайте до плотности. На поверхности взбитых белков должен оставаться четкий след от венчиков. Консистенция должна получиться плотной. Правильно взбитые белки хорошо держатся на ложке и не опадают. В это время включите духовку на 160 градусов. К йогуртовой массе добавьте взбитые белки. Перемешивайте аккуратно, используя лопатку или ложку снизу вверх. В конце вымешивания, если белок не полностью растворился, используйте венчик. Подготовьте форму для выпечки. Застелите дно и бока пергаментной бумагой. Моя форма диаметром 18 см. Выливаем в форму получившуюся массу и выпекаем при температуре 160 градусов 50-60 минут. Готовый пирог должен хорошо подняться и немного подрумяниться. Вот такой он получается в горячем виде. Необходимо дать ему полностью остыть, а затем уберите в холодильник на 4-6 часов. Когда пирог охладится, мы сможем легко снять пергаментную бумагу. Нежнейший йогуртовый пирог готов. Он получается очень вкусным и воздушным. По вкусу этот пирог немного напоминает творожную запеканку. Однако он нежнее и имеет более однородную структуру. Обязательно порадуйте своих родных и близких этим рецептом. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Приятного вам аппетита и до новых встреч!